Как-то женщина по имени Елена возвращалась домой с работы и, проходя через подземный переход, обратила внимание на бабушку, которая там сидела, а рядом с ней была большая коробка. Когда женщина заглянула туда, то увидела маленьких котят. Елена не могла оторвать взгляд от пушистых комочков. Тогда ей в голову пришла мысль, а почему бы не завести дома кота? Женщина поинтересовалась у старушки, сколько стоит котенок. Цена была очень скромной, всего 100 рублей. Елена еще раз внимательно посмотрела на котят и выбрала своего. Это был рыженький мальчик. Спрося возраст котят, бабушка тихо и коротко ответила, что им всего лишь месяц и больше ничего не добавила. Елена заплатила бабушке, аккуратно завернула котенка в свой платок и отправилась домой. Для нее это был первый опыт содержания домашнего питомца. Новоиспеченная хозяйка стала изучать необходимую информацию в интернете о том, как правильно кормить и ухаживать за котятами. Мандарин, как позже назвала котенка женщина, тоже осваивался в новом доме и привыкал к своей хозяйке. Елена очень полюбила Мандарина. Позже женщина рассказала своей соседке и по совместительству ветеринару о том, что у нее теперь дома есть питомец. Соседка пообещала зайти в гости как-нибудь и посмотреть на питомца. Но Елена даже и не подозревала тогда, чем этот визит закончится. Когда соседка Елены зашла к ней в гости, она стала восхищаться тем, какой у нее красивый мейн-кун. Она также предположила, что заплатила Елена за него, наверное, немалые деньги, но женщина возразила, сказав, что купила она мандарины всего лишь за 100 рублей, в переходе. Более того, Елена даже и не подозревала, что ее рыжий котенок самый настоящий породистый кот. Женщины стали думать, как котенка, который обычно стоит целое состояние, продали всего за 100 рублей. Спустя время нашелся ответ и на этот вопрос. Оказалось, что старушка, которая продавала котят в переходе, живет неподалеку от сына Елены. Муж старушки занимался разведением породистых кошек, но недавно он умер, и пожилая женщина не знала, что делать с оставшимися котятами, как за всеми ними ухаживать, и решила продать, хотя бы за 100 рублей. Но на этом история не закончилась. Елене удалось разыскать, где живет та самая бабушка, и она регулярно стала навещать одинокую женщину и помогать ей. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного.